Каждый год в менопаузу входит 47 миллионов женщин. И по прогнозам, через лет 5 нас уже с вами будет миллиард. И именно сегодня мы с вами поговорим о климаксе, о котором не так часто рассуждают люди, раньше особенно. И я в конце видео расскажу, как 6 лет тому назад я спасла свою подругу. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Итак, что же такое менопауза? Она длится от года до 7 лет. И в менопаузу входит женщина, по классике это в 45-50 лет. Но климакс молодеет, и женщина уже в 40 плюс может также войти в менопаузу. Если же у женщины менопауза возникает до 40 лет, то ей нужно срочно к врачу, и ее нужно лечить. Поздняя менопауза наступает в 55 лет. Но опять же, если у вас, у мамы была поздняя менопауза, у бабушки, то также может передаться и по наследству. А вот ранняя менопауза, она наступает, как правило, у курящих женщин. А если вы еще, не дай бог, и беременны, и вы вынашиваете девочку, курите, при беременности, то 24% это того, что у вашей дочери будет также ранняя менопауза. Какие симптомы менопаузы? Вы все абсолютно слышали о приливах. Это номер один. Приливы, плохой сон, бессонница у многих, резкие перепады настроения, лишний вес. И можно перечислять множество различных симптомов. Но у азиатских женщин, например, менопауза, она начинается с мышечной боли. То есть это еще и зависит, наши симптомы, от того, какой национальности мы с вами принадлежим. Давайте поговорим о приливах, которые могут быть такими молниеносными, а могут быть очень и очень длительными, и от кончика волос до кончиков пальцев. Почему это происходит? Происходит это все из-за наших гормонов. У нас в головном мозгу имеется центр терморегуляции, который регулируется, например, если жарко или холодно, чтобы мы с вами не перемерзли или наоборот не перегрелись и от этого не умерли. Так, когда у нас с вами снижается гормон эстрадиол, который и руководит этим нашим терморегулирующим центром, скажем так, из-за этого у нас возникают такие резкие сосудистые какие-то спонтанные, то сжимается сосуд, то разжимается, и из-за этого терморегуляция, естественно, нарушается, и у нас возникают приливы. И вот эти приливы, они очень и очень ухудшают качество жизни женщин. Представьте себе, вы на совещании, вы проводите какую-то лекцию или где бы то ни было, и вдруг ваше лицо делается пурпурно-красным, пот начинает бежать по лицу, а также, может быть, и по всему телу. Вы задыхаетесь, вы забываете вообще, о чем вы говорили, теряете мысль, потому что вам из-за этого стыдно, все на вас коллеги смотрят, и все это замечают. И этого быть не должно. Об этом мы постепенно сейчас также поговорим. Из-за таких же приливов может быть и ужасный сон. Вы не можете ложиться вовремя, или вы ложитесь вовремя, не можете уснуть. Потом вы просыпаетесь из-за того, что вы абсолютно мокрая. Постельное белье некоторые даже меняют по 2 раза за ночь. И это же, естественно, очень и очень мешает вам нормальной жизни. Проснулась утром, не выспавшаяся, концентрация внимания не та, которая была. Опять же, симптомы еще у нас затормаживается наше когнитивное мышление. То есть мы уже не можем так, раз сказали какую-то там фразу, что-то приняли, какое-то быстрое решение. Это тоже затормаживается за счет вот этого самого гормонального сбоя. А теперь плавно перейдем к такому вопросу, нужно ли женщине принимать гормонозаместительную терапию, так называемую менопаузальную гормональную терапию или нет. Почему? Потому что огромное количество женщин просто-напросто боятся этой терапии как огня. И сейчас мы об этом поговорим. Первая таблетка, между прочим, дорогие мои женщины, была выпущена в 1941 году. Она была сделана из страдиола
конского. Она была очень большой, эта таблетка. И в 1942 году эта таблетка была утверждена и помогала огромному количеству женщин справиться с менопаузальным синдромом. Затем, естественно, медицина двигалась вперед, таблетка тоже усовершенствовалась, она уже была в комбинации не с одним гормоном, а в комбинации с несколькими. И все бы ничего, но в 2000 году вступила такая организация по защите женщин. С тем она выступила с докладом, эта организация, о том, что эта гормональная терапия приводит к раку молочной железы. И, в общем, этот процесс приостановили сразу же. И по статистике 8 из 10 женщин перестали принимать вот эту самую менопаузальную гормонотерапию. И что вы думаете? Спустя энное количество лет американские финансисты выступили с докладом, что после того, как женщины отказались от этой самой гормональной терапии, они начали постоянно ломать тазобедренные суставы. Были бесконечные переломы, инсульты, инфаркты, что там только не было. И государство Америки начало тратить на медицину, на таких женщин, на 4 миллиарда долларов больше, чем до того, как они не отказались. Начали опять все исследовать медицинские различные статьи, изучать. И они пришли к тому, что этот вывод был сделан на основании эксперимента над женщинами, которые были 60 и 80 лет. Вот этот промежуток. Но извините меня, женщина в 50 лет и в 75 – это две абсолютно разные женщины. И опять же делали новые исследования, уже были женщины взяты от 45 лет до 65 или 70 лет. И вдруг все поняли, что это не так все и плохо. И вот спустя, наверное, 12 лет после первого решения огромное количество или большинство женщин именно сейчас пользуются этой самой менопаузальной гормонотерапией, которая является какой-то микроскопической дозой именно этих самых гормонов, которые именно вам не хватает. И женщина себя чувствует великолепно. Качество жизни у нее прекрасное. Но, естественно, сами вы этого не должны принимать решения. Вы должны пойти к врачу, гинекологу, эндокринологу, сдать анализы. Общий анализ крови на ферритин, липидный профиль, витамин D обязательно. И, конечно же, сделать маммографию и УЗИ малого таза. И потом вы, когда придете уже с этими анализами, поговорите со своим лечащим врачом, вам подберут именно тот препарат, который подходит вам и исключительно вам. И тогда вы можете уже рассуждать, нужно мне это или нет. Желательно этим вопросом заняться после того, как вы уже почувствуете какие-либо изменения своего организма. Например, месячные делаются уже более скудными, или же не так часто, или нерегулярными даже так, да. И вот на этом самом этапе лучше всего сходить к врачу, гинекологу, эндокринологу и посоветоваться, подготовиться. Иначе, если вы примете такое решение, когда у вас уже нет месячных 5 лет, то, естественно, такая волшебная таблетка, она не будет работать и не поможет вашему организму. И зачем мучиться эти все 5 лет? Насчет лишнего веса. Почему-то все тоже боятся этой терапии, как огня. Ой, я наберу лишний вес, я буду безобразно выглядеть, если я буду принимать эти самые гормоны. Дорогие мои, я вам говорю как нутрициолог и как диетолог, вы набираете вес не от гормонов,
а от того, что у вас вот эти вот резкие перемены в настроении, как у тинейджеров, и вы сразу же, то вам хочется поплакать, то вам хочется, не знаю, порыдать или поспать, настроение плохое, и у вас рука сразу же тянется за какими-то вкусняшками, вы начинаете себя, опять же, утешать, свой психологический уровень выравнивать за счет каких-то сладостей, неправильных продуктов, и тем самым вес и набирается. Очень и очень важно в этом интересном нашем возрасте питаться правильно. Ну как правильно? Вы должны исключить все быстрые углеводы абсолютно из своего рациона. Если есть углеводы, они должны быть длинными, сложными углеводами. Очень много клетчатки должно быть в вашем рационе. Должно быть, естественно, мясо, рыба, птица, яйца, творог, белок, я имею в виду. К этому всему вы должны добавить движение. Вы должны гулять на свежем воздухе, дышать, впечатляться. И настроение также у вас будет выравниваться. Сон. Если вы будете гулять и правильно питаться, и ложиться вовремя каждый день спать в проветренную комнату, и то вы и будете высыпаться. У вас тоже наладится этот сонный режим, режим сна. А теперь насчет моей подруги. 6 лет тому назад мы с ней познакомились, и она так мне открыла свою тайну, что она настолько устала, она так хочет вообще куда-нибудь на необитаемый остров, и там жить полгода, чтобы никто не трогал, чтобы вообще семью всю куда-то дальше в лес послать, все. Я ей говорю: Наташа, да у тебя же просто-напросто климакс начинается. Не все так плохо, сходи к врачу, сдай анализы, и тебе подберут именно ту таблеточку под тебя, и будет все хорошо. Это я сказала 6 лет тому назад, и все, я об этом даже не думала. И буквально пару недель тому назад мне Наташа позвонила, она живет у меня в Швеции, не в Дании, как я, и мы очень часто как бы перезваниваемся. Она мне звонит и что-то вдруг сказала: Вика, ты меня спасла 6 лет назад, если бы не ты, я бы точно, наверное, или от депрессии куда-то себя загнала в какой-то угол, или мне было бы так плохо. И что такого произошло? Человек просто сходил и обследовался. Боже мой. И я так подумала, нужно записать еще и для вас такое видео. Может быть, оно тоже будет полезным для вас. Я буду счастлива, если оно такое как бы несет информацию для вас. И, может быть, вы передумаете свое отношение, пересмотрите свое отношение к менопаузальной гормонотерапии. Так что, дорогие мои, климакс – это не старость. Это великолепное состояние, когда, если вы его выровняете, соответственно, да, когда у вас дети уже взрослые, у вас есть время на себя любимую, вы можете ходить в театры, вы можете посещать выставки, путешествовать, да просто даже гулять в то время, когда вам захочется. Просто нужно сделать вот этот гормональный фон правильным. Почему? Два гормона, эстрадиол и прогестерон, это гормоны «я хочу». Это я хочу учиться, я хочу писать книги, я хочу танцевать, я хочу жить, я хочу путешествовать, я хочу нянчить внуков. Вот это самое главное, качество жизни у вас улучшится. И когда они у нас не работают, естественно, женщина впадает в какую-то апатию, в депрессию, ей ничего не хочется, и она становится быть такой, знаете, неинтересной. Она неинтересна, самое ужасное, не для кого-то, а для самой себя. Это ужасно, потому что на других нам такое дело, знаете, их мнение нас не должно волновать. А вот когда ты уже делаешься неинтересен для себя самой, все, жизнь угасает. И какой смысл бороться за длительную такую продолжительность жизни, да, если эта жизнь неинтересная делается. Поэтому нужно над собой работать и делать все для того, чтобы вы были в гармонии с душой и телом. И еще немаловажное заключение на прощание. Значит, смотрите, вот эта вот статистика по раку молочной железы, да, есть риск, всегда есть риск, если вы принимаете какие-либо препараты. Но если мы посмотрим, опять же,
на вот эти умные, грамотные цифры, научные доказательства, у женщин с ожирением риски рака молочной железы 40%. У женщин, которые курят, риски увеличатся на 20%. Женщины, которые злоупотребляют алкоголем, на 20% увеличиваются риски. А женщины, которые принимают менопаузальную вот эту гормонотерапию, риски у них всего лишь на 12%, в отличие от ожирения, да, заметьте. И почему выявляется быстрее вот этот самый рак у женщин, которые на такой вот терапии, да? Да потому что они должны обследоваться регулярно, каждый год. И хорошая новость, что этот самый рак находят, если находят, то на самой такой начальной стадии, и женщины выживают и живут, продолжают нормальную жизнь. А вот те, которые не ходят к врачам на проверки, у них, к сожалению, можно эту болезнь заметить уже на каких-то последних стадиях, и это все неизлечимо. Ну, а теперь на хорошей ноте давайте закончим, дорогие мои. Я вам это рассказала, я не врач. Я просто сама женщина, которая уже 60+, которая прошла через все эти испытания, но у меня этого не было, потому что я уже в 43 года пошла к врачу и, как я вам говорила, сделала все обследования и сразу же приняла вот это вот решение для себя, что я буду принимать какие-то маленькие вот эти таблеточки, и это я продолжаю делать, и у меня прекрасное настроение, полно энергии. И чего я вам всем, мои дорогие, искренне желаю, потому что мы, женщины, должны иметь хорошую жизнь до последнего нашего вздоха, качественную жизнь. Так что, дорогие мои, всех вас обняла, люблю, будьте все здоровы, мира вам и добра. С вами была любящая вас Виктория. Пока.